Ребят, всем большой привет! Сегодня у нас видео про формикарий из гипса. Сегодня я покажу вам, как из вот такого контейнера и гипса для творчества можно сделать дешевый, всего за 35 рублей. Так, не обращайте внимания, там у меня кошка спит. Всего за 35 рублей клевый формикарий, я надеюсь. В этом видео будет только создание, а уже заселение будет в следующем видео про лазиусов. В этот формикарий я хочу заселить лазиус нигер. Сейчас покажу. Секундочку. Вот она, красавица. Вот ее. У нее еще пока нет рабочих. Вот именно ее я и планирую заселить в этот формикарий. Ну все, больше не буду ее беспокоить. Эту матку я поймала в Приморском крае, а именно близ города Находка. Вот. Так что она у меня южная девочка. Не знаю даже, сомневаюсь, нужна ли ей зимовка. И я очень надеюсь, что им там будет комфортно. Я буду заселять их через шланг, через тоненькую трубочку. Пересыпать не буду. Посмотрю, получится ли заселить их, не спеша. Вот. Такие дела. Ну что, поехали! Итак, начинаем с того, что формируем ходы внутри формикария с помощью пластилина, и еще также я использовала трубочки от коктейля и от сока. Делаем ходы и автоувлажнение. Далее нам нужно развести гипс. У меня Г16 гипс для творчества. Я его купила за 100 рублей, нам понадобится 1/4. Чтобы замешать, я все взвесила и использовала обычную бутылку из-под сиропа. Так как она мне больше не нужна, я просто вылью гипс, и бутылку можно будет выбросить. Все, размешали, заливаем, потрясли. Здесь у меня немножко, я плохо приклеила пластилин, поэтому, видите, одна часть отошла. Вот сейчас, когда он уже высох, мы можем увидеть, где отошла часть. Не видно пластилин, но это ничего страшного, просто имейте в виду, что надо плотнее приклеивать. Чтобы отклеить пластилин, мы, как я делаю, просто слегка поддеваю. У меня лопаточка из-под крема, можете использовать что угодно. Просто слегка поддеваете часть, а потом уже за нее тянете, и она практически начисто вытаскивается из ходов. Вот таким образом. Видите, все чистенько. Что дальше? Дальше мне нужно вытащить вот эту трубочку из-под коктейля. Я просто ее слегка расшатываю. Сначала она туго идет, но потом, видите, постепенно вытаскивается. И получается вот такой ход, потому что настолько длинного сверла я не найду. А так ход получается через весь формикарий, прикольно смотрится. Он такой достаточно широкий и длинный. А вот насчет того хода, который идет наружу, я не уверена, пройдет ли матка лазиус нигер через такой проход маленький. Посмотрим. Уже вставила губку, наногубку для автоувлажнения. И вот видите, немножко кривой получился ход. Это вот из-за того, что пластилин отошел. Начинаем красить. Я использую акриловые краски. Просто развожу их водой и начинаю постепенно красить. Вот таким образом. Делаю вот такой переход небольшой. От темного к светлому, чтобы чуть-чуть поинтереснее было. Сейчас буду красить боковые стороны. Та-да-да-да, я разукрасила его.
Все. Акриловыми красками. Вот таким образом. И снизу тоже потемнее. С таким переходом, чтобы не так скучно было. Также нам необходимо сделать вентиляцию. Для этого я беру иголочку, ее накаляю над зажигалкой и просто плавлю отверстия. Они получаются очень мелкие, и я надеюсь, что никто из мурашей лазиусов не пролезет. Тоже посмотрим. Старалась сделать мелкие. Ну вот, собственно, и готовый формикарий. Немножко кривой ход получился, но это не критично. Я использовала заглушку от китайского формикария, чтобы переселять через пробирку с помощью шланга. И сверху крышечку из-под лекарств. Ну что, друзья, как вам мой клевый формикарий? Пишите комментарии, давайте пообщаемся. Я всегда читаю, что вы мне там пишете, всегда отвечаю, так что надеюсь, вы проявите свою активность. Ну все, всех целую, всем пока.